Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. Воскресенье, 18 июня, 23 год. Прекрасное утро. Послушайте птичек. В селе, друзья, тишина. Вчера, друзья, в Габровской области был оранжевый код. Это предупреждение о грозах, о непогоде. Ребята, вчера целый день после обеда лил такой ливень. Ливень шел стеной. Давайте говорить так, за практически год в Болгарии, не было такого сильного дождя. Дождь продолжался после обеда. И, просто лило как из ведра. Вот что значит оранжевый код. Что это дало нам на участке? А на участке нам это дало только позитив, потому что, вы знаете, дорогие друзья, почему вот в Болгарии все так прекрасно растет. А потому что это так идет сочетание дождя, солнца. И поэтому почва дышит, почва принимает влагу, и почва принимает солнце. И поэтому, страна, в которой растет все. Так, вот смотрите. Вот это забор, который мы отделили соседом, он уже полностью зарос зеленью. Природа сделала свое. Вот этот заборчик, который разделительный, тоже здесь тоже будет все зарастет, и, соответственно, будет все хорошо. Так что оранжевый код мы пережили. Сильный дождь мы пережили. Сейчас у нас солнышко. У нас где-то 17 градусов. Сегодня день ожидает 20-21 в нашем регионе. И вот от ветра даже сломалась ветка черешни. Вот какой был ветер. Наша бамба с утра. Прекрасная погода и тишина. Друзья, возвращение нашего вчерашнего разговора по поводу обзора дома в Словейково, который стоил 27 тысяч евро, предлагается к продаже. Друзья мои, вы понимаете, что существуют разные объекты недвижимости разных ценовых категорий. И если показывается дом за 27 тысяч евро, конечно, очень хотелось бы предположить в нем прекрасный внутренний евроремонт, чтобы были кафельные полы, чтобы все было прекрасно и хорошо. Но надо же понимать, что цена должна соответствовать качеству. И, как я не раз говорил, если вы ищете объекты недвижимости, просто зайдите в Google, напишите «купить дом в районе Габрово», я не знаю, «купить дом в районе Варны», «купить дом в районе Бургаса», и вы будете смотреть предложения. Друзья мои, и оценивайте, пожалуйста, предложение, что если дом стоит и предлагается, предположим, за 20 тысяч евро, вы получите тот объект, который будет стоить 20 тысяч евро. Если дом будет выставлен на продажу, предположим, за 80 тысяч евро, да, к нему уже должны предъявляться абсолютно другие требования, чем к сегменту за 20. Поэтому удивляться тому, что в доме за 27 или там за 30 нет евроремонта, думаю, наверное, всем понятно. Потому что если в нем был евроремонт, он бы уже не стоил 27. Этот дом раньше предлагался за более низкую цену, но хозяин, собственник, решил, он предлагался за низкую цену, потому что в нем не было ни входной двери, в нем не было ни новых стекол, и в нем не было туалета и душа. Собственник решил своими силами вставить стекла, собственник решил своими силами вставить новую дверь и построить новый туалет с унитазом, с раковиной и с душевой кабинкой. И, естественно, после этого он заложил свои расходы в это и поднял стоимость. А дальше будет дальше. Чтобы вы понимали, вот если вы смотрите те объекты, которые я выставлял раньше, которые люди предлагают, я показываю. Если объекты выставлялись на продажу, они уже на сегодняшний день проданы. Теперь, какие объекты я показываю иногда
Я показываю те объекты, которые не выставляются на досках объявлений. Самая лучшая покупка, господа, самая лучшая, рациональная, правильная и выгодная покупка, это когда кто-то хочет продать, сказал своему знакомому, либо сказал знакомому риэлтору, еще не выставил этот объект на доске объявлений. Вот это здесь и может получиться самая выгодная покупка для вас. Так купили мы свой дом, который не был нигде выставлен. Вот этот дом, 60 метров, наш дом, с подвалом, цокольный этаж такого же размера и с огромным участком в 2655 метров был куплен без вот этой летней кухни, естественно. Был куплен за 15 тысяч евро с полным внутренним ремонтом. В доме внутри полный ремонт, это был туалет и душевая кабина. Были стены заштукатурены, были выводы под электричество, розеток не было. Крышу частично мы поменяли. Естественно, никакой термопомпы не было и никакой системы утепления, охлаждения не было. Это мы все ставили сами. Двор был полностью не ухожен. И, естественно, надо понимать, что сейчас получить двор в хорошем состоянии или получить двор в полностью запущенном состоянии, вот как джунгли на соседнем участке, только работа по очистке территории может, чем больше естественной территории, тем больше вы вложите. Если раньше это стоило полтора года намного дешевле, то сейчас, чтобы вам только привести участок в порядок, нужно нанимать людей, которые сначала спилят, потом нужно нанимать трактора, потом нужно нанимать баггер, садовника, садить траву, садить деревья, и это вам выльется потом достаточно немаленькие деньги. В этом и есть преимущество, когда вы можете купить объект с садом, с участком полностью облагороженным. Поэтому все здесь тоже надо считать. Меня спросили про налоги. Это хороший вопрос. На нашем примере мы платим за наш участок и за наш дом общинный налог в районе 37 лев за 1 год, друзья. 17 евро год. Дорого? Ну, вы мне ответьте, дорого или дешево. Поэтому налог в разных регионах, естественно, он разный. Если недвижимость находится в районе города, вы заплатите намного больше. Если недвижимость находится не в городской черте, вы будете платить меньше. Это уже в зависимости от вашего региона. Но вот на нашем примере мы платим 36 лев в год, это 18 евро. За тот дом, который я вам показал, с участком, ну, там будет где-то такая же стоимость. Вот такие налоги на землю. Какой может быть налог при покупке? При покупке, друзья, по-моему, если мне не изменяет память, я спрашивал у адвоката, налог будет составлять где-то 5%. К примеру, ну, я могу здесь ошибаться. Например, если наш дом был оценен у нотариуса в 15 тысяч евро, значит, мы налог при покупке заплатим 5%, это 750 евро. Ребят, я могу ошибаться, проверяйте меня. Ну, естественно, будет еще стоимость адвоката при сделке. Здесь у каждого свои адвокаты. Вот такие налоги. Поэтому всегда нужно понимать, объект, который стоит 20, внутри его не надо ожидать чего-то такого. В нашем регионе я делал анализ ситуации по домам, чтобы купить что-то. Заходи и живи с хорошим внутренним ремонтом, я не нашел ничего дешевле, чем 70-80 тысяч евро. Вот. Ну, опять же, еще надо понимать, что многие люди, они не имеют таких средств, и они ищут себе недвижимость в определенном ценовом диапазоне. И здесь, ну, не у всех будет бюджет 60, 70, 80. Не все люди смогли вот такие деньги накопить, и поэтому, конечно, они пытаются купить недвижимость подешевле,
чтобы потом своими силами и за долгий период какого-то времени привести дом внутри в то, чего они хотят. Поэтому это и будет дешево. У кого много денег, он пойдет и купит сразу, дорого. Опять же, здесь я понимаю, что тут можно, знаете, сидеть на диванчике, смотреть объекты и кричать там: ой, как дорого, ой, ужас, ой, катастрофа. Ну, все по деньгам. Естественно, все по деньгам. Лично у нас не было больших денег, поэтому мы купили так. Вот вы видите, у нас есть трещина, большая трещина. Кто-то скажет, что дом развалится. Мы нормально смотрим на эту трещину, пока она не увеличивается. Да, наш дом не хорошая теплоизоляция, но опять же, это те деньги, которые мы за него заплатили. Здесь участок крыши, кто-то скажет, говно, развалится. А мы, проверив вот этот участок, поняли, что эта крыша простоит еще лет 30-40. Поэтому не заморачиваемся завтра перекладывать ее. Абсолютно не заморачиваемся. Будут деньги, сделаем. Пока никуда не спешим. Ну, не было у нас денежек на дворец, господа. И не у всех они есть. Те, у кого и не есть, я очень рад и замечательно. Поэтому просто продолжаем показывать объекты. Я буду вам выставлять их. Если вам нужно, я буду давать телефон собственника или телефон риэлтора. Потому что здесь с этого я денег не зарабатываю. Мне абсолютно без разницы, купят этот дом или не купят. Я просто делаю такие обзоры. Это саморазвитие. Мне самому интересно. Поэтому вот так. Петухи поют, птички поют. Ни одной машины, друзья мои, не проезжает, ни одного человека не проходит у нас в нашем куске, вне цивилизации. И это, знаете, как нас радует? То, что тихо, спокойно пошел сейчас ветерочек такой, птичечки. Полный релакс. Это сельская жизнь. Это кайф. Хорошего воскресенья, друзья. Хубава неделя. Шиель хам йом наим, хаварим шели. And have a nice day, my friends. Чао-чао. Позитив, улыбка и хорошее настроение всем вам. И много-много здоровья.